Я мужик. Да куда ты, мужик, в жопу вжик? Я такой вот, это вот, мачо в труселях, понимаешь, в носках каких-то. Женщина там что, прислуга тебе, что ли, а? Лезгинку, вальс, там, что, ча-ча-чат. Мужчина должен полностью обеспечить кошечку кормом, шубы. А должен ли мужчина жениться? Ох, ёпта. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, в одном из прошлых выпусков мы говорили о том, что женщины должны мужчинам. Предлагаю поговорить о том, что мужчины должны женщинам. Ну, я думаю, пришло время, да. Тем более было столько язвительных там замечаний, что типа, а что это только женщина должна мужчина? Да нет, конечно, мужчина должен женщине. Да, итак, я сегодня изложу так, чтобы вы все аккуратненько поняли и, самое главное, смогли воспользоваться этим. Прежде чем начать говорить о том, что мужчина должен, давайте все-таки разберемся, а должен ли? Сейчас очень часто говорят о том, что никто никому ничего не должен, что каждый сам по себе, что живете вместе счастливо и хорошо. Счастье пропало, разошлись, пошли дальше. Так что вы об этом думаете? Должны ли вообще супруги друг другу что-то? Ну, конечно, должны. Только слово «должен» — это не должностнование такое, знаете, обязательство, которое вот, ну, если нарушил, все, секирбашка. А должен — это скорее интенция. То есть люди, когда объединяются в семью или создают некую новую сущность под названием семья, они действуют как бы в паре, как в танце. Представьте себе, что если партнер в танце будет вот прямо ходить без учета того, как партнерша, так он ее затопчет. Вот и все. А представьте себе, что партнерша будет постоянно дергать партнера, одергивать куда-то. Ну что, ну так задергает партнера, что тот скажет, да пошла ты. И все. То есть, грубо говоря, есть определенный ритм, правила, которые вырабатываются обоими. Давайте разберем это, в каком смысле слово «должен», а потом уже вот это все на место сразу станет. Ну давайте, собственно, к главному перейдем. Что должен мужчина женщине в отношениях, на ваш взгляд? Ну, первое, с чего я хотел начать, мужчина — это такой оплот уверенности и спокойствия женщины. Как бы там ни было, в любом случае, да, мужчина должен, да, обеспечить своей женщине вот эту вот уверенность, вот это вот чувство, вот, что вот все. Вот здесь будем делать, короче, очаг, семью, вот здесь вот будем. И в этом смысле мужчина, конечно, вступая вот это вот в отношения, как бы, ну, берет на себя такую ответственность. Второе, на что хотел бы обратить внимание, мужчина должен быть честным. Какие у тебя доходы? Да? Где ты проводишь свое время? Ну хорошо, бухаешь там с пацанами, ну так и скажи, бухаю с пацанами, а на рыбалку езжу, не на поплавок пялиться, а тоже водку там хлестать, так, и вообще удочки не беру. Ну и с другой стороны, мужчина не должен быть честным. Ну, то есть не говорить своей женщине, что сегодня она выглядит как жаба. Такой вот дуализм, да? Быть честным и иногда не быть честным, да? Вот мужчина должен работать с честностью как с инструментом семейного счастья. Мужчина должен уметь использовать инструмент честность с выгодой для семейных отношений. Четвертое. Ну, в прошлом пункте я сказал и второе, и третье, да, теперь будет четвертое. Мужчина должен производить впечатление на свою женщину. Ну, чтобы женщина восхищалась. Очень часто мужчины там сядут с газеткой, так сказать, на диване, в труселях, понимаешь, в носках каких-то, вот, понимаешь, и думаешь, что ты впечатление произведешь. Нет, таким образом не произведешь впечатление. Поэтому мужчина должен уметь и производить впечатление на свою женщину. Вот мне один товарищ рассказывает, как-то он идет по парку, заранее накупил красивых цветов, разложил их вот так вот на клумбе, да, и вот они со своей девушкой идут, и тут он бросается на эту клумбу, срывает эту цветы прям вот так вот охапками и дарит своей женщине, так говорит: ты почему клумбу вырвал, это же клумба, здесь это общественное достояние. Он говорит: я для тебя все сделаю, и вручает ей эту охапку. Потом, правда, он, конечно, признался ей, что эти цветы он заранее, значит, купил, здесь разложил на эту клумбу и как бы сорвал. Это было второе впечатление. Ну вот смотрите, потом по жизни эта семья постоянно вспоминает это событие, это невероятный способ, да, вот, произвести для себя вот эту яркость. И таких способов много, обменивайтесь с друзьями, пишите здесь в комментарии, читайте, пополняйте свою библиотеку, как произвести впечатление на своих женщин. Запомните, мужики, если вы производите впечатление вот
на своих женщин, женщина для вас сделает все и даже чуточку больше. Пятое. Особенно хочу сказать для мужчин, которые такие там типа вот играют в домострой. Мужчина должен уважать свою женщину. Уменьшение уважения или потеря уважения, ну все, убивает игру, убивает вот эту вот пару, убивает парный танец. Да, ну все, женщина там что, прислуга тебе что ли, да? Поэтому мужчина должен уважать женщину, иначе ничего не будет, все. Иначе я так скажу, все, что будет, это только будет мучение, взаимный износ и так далее, никакой жизни будет, ни радости не будет, ничего не будет, да? Поэтому мужчина должен уважать женщину, принимать ее как напарника, как, ну, вот напарник в танце. А должен ли мужчина обеспечивать свою женщину финансово, я имею в виду, чтобы она, например, могла не работать? Это уже как повелось в этой семье или в этой паре. Ведь вступая во взаимоотношения, ну, стороны, вот танцоры, в общем-то, договариваются, какой танец будут танцевать. Лезгинку, вальс, там, что, ча-ча-ча, там, да, или вот это вот там, что-то, да. Если мужчина и женщина вступают в отношения, что вот я такой вот это вот мачо там и так далее, а ты будешь моя вот эта девочка там такая, все на полном обеспечении, будешь домашняя кошечка такая, тогда мужчина должен полностью обеспечить кошечку кормом, шубы там и так далее, там шерстку там гладить, и, ну, все дела, да. Есть другие виды взаимоотношений, да, когда мужчина, женщина через вот взаимные договоренности, они как бы подстраиваются друг под друга, говорят, какой танец будем танцевать, да. И есть даже семьи, где женщина финансово обеспечивает, ну, семью или хозяйство, да, а мужчина, он, например, кушать готовит, там, по дому занимается с детьми. Это редкий случай, но так тоже есть. То есть, смотрите, в данном случае должен от слова следующее, как вы договорились. Ну и здесь есть нюанс. То, как вы договорились, да, вы каждый момент, если вот это перестало вас питать, и возникли какие-то ссоры и так далее, но ведь можно же передоговориться. И это очень важно, опираться на договоренности в семье, да, тактически следует придерживаться договоренностей, а в долгосрок опять передоговариваться. В этом и есть симбиоз живой жизни. Мужчина и женщина никогда не бывают одинаковыми. Получается, мужчина каждый день живет с разной женщиной, женщина с разным мужчиной. Интересно. Ваша пара, ваша семья, вы устанавливаете правила вдвоем, вы им на каком-то горизонте тактическом следуете, а потом передоговариваетесь и опять играете дальнейшую вот эту вот увлекательную игру под названием «Жизнь». Есть утверждение, часто в женском коучинге оно используется, чем больше тратит мужчина на свою женщину денег, тем больше у него прибавляется, то есть в бизнесе улучшается и так далее. Что вы об этом думаете? Давайте так, есть женщины, которые действительно могут конвертировать страсть и энергию мужчины на супер достижение мужчины. Да, это женщины, которые, в общем-то, создают такое поле причин, где мужчина просто хороший, он дееспособный, да, давай, хороший, в смысле дееспособный, да, превращается в очень мега действенного, да, у которого прям пёр идет тогда. Но большинство женщин, которые утверждают, что чем больше мужчина тратит и вкладывает в женщину, у него, значит, все получается, это примитивный потребитель и кровопийца. В смысле, чем больше он с женщиной время проводит, чем больше шуб ей покупает, чем больше сережек дарит, чем больше то что от этого происходит? Откуда мужчина вдруг становится успешным там руководителем, каким-то предпринимателем? Так, с какого Нет, конечно. Особенность взаимодействия мужчины и женщины — это симбиоз. Действительно есть способ, как конвертировать то, что есть в мужчине, таким образом, чтобы оно было более действенно. И вот женщина, которая вот этому искусству, да, уделяет время и мастерство в этом искусстве повышает, вот ей очень сильно везет заиметь рядом очень успешного и удачливого мужчину. В общем, вывод такой. Женщину следует радовать. Мужчина должен радовать свою женщину подарочками, какими-то плюшечками, там, поездками какими-то. Да. Если вот это вот радование, да, приводит, ну, как бы к увеличению вот этого внутреннего состояния семьи, благосостояния семьи, то да. Если нет, надо сменить подход. Может, надо перестать радовать. А какое ваше главное должен в браке с Екатериной?
Да, это для меня очень интересный вызов — быть актуальным. Мое главное должен — это быть актуальным, то есть подбирать, как я буду использовать свое тело, ум и сердце так, чтобы мне нравилось, что со мной происходит, Кате нравилось, что с Катей происходит, и нам нравилось с Катей, что с нами происходит. И хочу особо отметить про мои высказывания, которые я делаю публично и в узких кругах, и в широких кругах. Свой успех, свою удачу я не считаю своим. Это наш семейный успех, мой, Катин, наш успех. Да? Я постоянно говорю, что Катина роль в моем успехе такая же, как и моя. И очень часто встречаю мужчин, которые говорят: вот мой успех — это мой успех, а вот она — это домохозяйка, которая шторки там, я знаю, развешивает. Еще раз говорю, вот это приведет рано или поздно к развалу и так далее. Поэтому мужчина должен для себя решить, что ценно. Если мужчина хочет, чтобы было процветание, превосходство и пребывание в этом состоянии, то должно быть очень актуальным и должно не ставить себя в центр того, когда у тебя получилось, а посмотреть, с кем вместе ты проявил этот успех для вас. Я делаю так. Напиши мне, в общем, в комментарии, как ты делаешь, и, может быть, после этого выпуска ты возьмешь какие-то новые способы, подходы, применишь их в своей практике, ну и тогда тоже напиши, как тебе зайдут эти приемчики от Игоря Рыбакова. А должен ли мужчина жениться? Ух, ёпта. Вот этот вопрос для меня не праздный, потому что однажды я столкнулся с этим. Да. Катя долго мне предлагала, что может пора уже и в ЗАГС, а я говорю: да нет, поживем еще там. Че нам, штампик в паспорте, что ли, нужен? Так я ей говорил. И так прошло несколько лет, и мы жили припеваючи и так далее. Но однажды я вышел из ванны и смотрю, на пороге стоит Катя, такая в шубке с чемоданчиком. Я говорю: Катя, ты куда? И она мне так ласково, элегантно говорит: я поехала. Я говорю: в смысле, что, куда? Вот она говорит: ну ты же говорил, что поживем, а потом пойдем в ЗАГС. И я говорю: Катя, ты знаешь, вот именно сегодня я хотел сделать тебе предложение, что а пойдем уже распишемся уже вот. Она говорит: хорошо, я, говорит, давно уже ожидала это, и вот это случилось. Ну и вот на этой неделе мы пошли в ЗАГС, подали заявление, потом сыграли свадьбу и так далее. У меня нет ответа, должен ли мужчина жениться. Да. Но Игорь Рыбаков нашел ответ на этот вопрос сам. Вот сюжет, в котором был найден для меня ответ на этот вопрос, я вам рассказал. И пусть для вас ваш ответ найдется, потому что только ваш ответ подойдет вам самим. Вы видите какие-то основные проблемы у современных мужчин, которые мешают им быть счастливыми в браке, строить хорошую такую полноценную семью? Да, вижу. Пожалуй, основной проблемой, кстати, она не гендерная, она и у мужчин, и у женщин. Да. Это пассивность. В школе, в детском садике, в университете, вообще в социуме, да, нас воспитывают для послушания. Нам отгружают какие-то социальные императивы и ждут от нас, что мы будем слушаться. В результате через послушание до нас доводится пассивность. Выражается она в следующем: ну вот скажет начальник делать — буду делать, а не скажет — буду сидеть. Представьте себе, как будто бы на батарее мы вот этот вот регулятор, да, с десяточки закрутили сперва на 8, потом на 7, потом на 6, потом на 5, а потом на единичку. И вот на единичке живем. Жизнь в полнакала, или даже не в полнакала, а вот на 1/10, да. И это проблема современного уклада. Проблема вторая, но она вытекает из первой. То есть долгое пребывание в первой проблеме и не попытка из нее выскочить приводит ко второй проблеме. Алкоголь, наркотики, экстремальные виды спорта, то есть любые виды обезболивания или откладывания. Проблема-то копится, переходит в хроническую фазу, да, и вот эти вот паттерны, которые тебя изнутри съедают, да, они копятся. Саморазрушение идет по нарастающей. Как только мужчина попал вот в этот вот второй шаг саморазрушения, ребят, из него выйти
самому в одиночку, в одно лицо, вот вообще невозможно. Третье. Это настолько вам всем известно, это просто вот невыполнение обещаний. Я хозяин своего слова, да, дал свое слово, слово-то мое, забрал свое слово и так далее. Ты просто-напросто создаешь зону разрушения. Ну, сказал, сделал. В следующий раз сказал аккуратнее. Понятно? В следующий раз не сказал. Я тут вот на 25 лет свадьбы с Катей заявил, что я сделаю для тебя, Катя, симфонический концерт. И Катя сказала: посмотрим, блядь. И я потом, когда пошел и понял, что, блин, это же вообще, да, я теперь, знаете, сколько, 12 миллионов рублей вложил в песни, в это, музыкантов, там это не просто дорого, это долго. Ну а что делать? Я же сказал, слово не воробей, и теперь вот я 4 февраля сделаю этот симфонический концерт. И я так сделаю, что я удивлюсь, Катя удивится, и вы тоже приходите, удивитесь вместе. 4 февраля ссылка будет здесь. Четвертое, ну, часто это становится просто разрушительным, да? Когда мужчина начинает ревновать, вот ревновать ко всему. Ты зачем на него посмотрела? Да, ты почему на меня не смотришь и так далее. Ну, слушайте, это такое вот, знаете, как бы отношение к своей женщине как к какой-то к рабыне, понимаешь? Это изначально ты стал в позицию разрушителя или апох. В данном случае, если я постоянно говорю, что подход апох — это очень клевый прием, когда ты сталкиваешься с какими-то неопределенностями, тебе надо для начала принять ситуацию, чтобы начать с ней работать, то в случае отношения с твоей женщиной, в смысле неопределенность, все в твоем полном вот контроле. От того, какой ты, от этого будет отношение. Если ты такой вот весь вот давлящий, там вот, ну, как подавляющий свою женщину, предписывающий, да, вот директивный такой, ну, слушай, я думаю, ни одна сильная, хорошая, вкусная, сексуальная женщина рядом с тобой не будет. Пятая проблема — это так называемый псевдодомострой. Почему псевдо, сейчас поймете. Вот эти вот слова: «Я мужик». Да куда ты мужик, в жопу вжик, я не знаю, какой ты мужик, если ты мужик, ты вот так бы не орал бы тогда. Чем больше ты гневаешься, тем меньше тебя кто-то боятся. Клоун ты, а не мужик. Понятно, если ты орешь на всех, что ты мужик, ты тут решаешь. Если ты решаешь, тебе не надо об этом сообщать в виде гнева, понятно? Просто решил и все. Ну, собственно, проблемой является и вот доминация, и вот такой реальный патриархат, который, когда такой властный мужик, такой, ну, все пофиг, вот как он решил, так и будет. Он к женщине относится как к вазе. Вот как будто ее нет, просто вот, да, переставили отсюда сюда, все. Он к собаке иногда лучше относится, он такой с ней играет, на охоту собирается, говорит: собачка, моя собачка. Может, когда-то раньше патриархат был единственным способом, знаете, такой сильные племена, ну, руководить. Ну, однако я не знаю ничего про те времена. Может, это все сказки бабки Малани, да? А вот про нынешние времена я очень хорошо знаю. Да, поэтому могу вам кое-что рассказать, каким образом вам быть преуспевающим и богатым. Собственно, мой выпуск для мужчин, которые собираются стать богатыми и преуспевающими. Меня на самом деле не очень интересуют мужчины, которые под забором валяются и скулят. И говорят: нет, мы лучше найдем доказательства, что вот так это правильно, что вот мы хорошие, а другие, кто не так, плохие. Ребят, уходите с моего канала или, во всяком случае, тихонечко здесь вот побудьте, позырьте, может, вам подойдет лучше вот этот вот подход. Мы поговорили о том, какие ошибки совершают мужчины, которые мешают им быть счастливыми в семье. Если кто-то из наших зрителей увидел себя в этом списке, что делать? Абсолютно ясно, что делать. Если ты увидел себя, почувствовал что-то, ощутил, интуитивно что-то схватил, да, я дам тебе сейчас пошаговый алгоритм, вот, буквально что делать. Первый шаг — прими себя за точку опоры. В тебе все есть прямо сейчас, необходимое для того, чтобы изменить использование своего тела, ума и сердца, перевести его в модус, выгодный для тебя. Невыгодный для дяди Вани, да? Для тех, кто тебя посадил в клетку, чтобы ты изнашивался, да, для его выгоды. Нет, выгодный для тебя. Понятно? Точка опоры в тебе. И самое подходящее время для того, чтобы начать сейчас — это первое. Второе. Обогащающие привычки против обедняющих. Слушай, есть очень много обогащающих привычек, ты их знаешь. Вот воду пить — это обогащающие. Там много кофе, там литрами, там, или какие-то сладкие напитки, а уж тем более алкоголь или там еще что-то. Ну,
это обедняющее. Добавь немножечко обогащающих привычек, каждый день по чуть-чуть добавляй еще, да, и убавляй немножечко обедняющих привычек, и все. Только без фанатизма. Третье — окружение. Люди, которые окружают тебя, на самом деле это те же привычки, да, но это способы мышления, да, способы чувствования, способы мировосприятия и так далее. Поэтому окружи себя заговорщиками, вместе с которыми ты увлечен каким-то делом. То есть третий пункт — это избавиться от одиночества. Чтобы рядом с тобой были люди, сподвижники, с кем ты перестал быть одинокими. Наше окружение — это свидетели нашей жизни. Мы себя ощущаем только через свидетелей. Ты не мечешься в стрессе вот этом вот я один напротив всего мира, когда рядом с тобой люди, свидетели, твои заговорщики, да, которые тоже увлечены делом, которым ты увлечен. Это пункт третий. Ну и четвертый. Это уже для продвинутых. Стань проводником или учителем для тех, кто сейчас мучается, вот в этом одиночестве стрессует. Стань проводником, расскажи ему первые 3 пункта. Сделай его своим учеником, но таким учеником, у которого тоже потом появится ученик. Так, чтобы у тебя появилось много таких grand students, ну или внучеников, то есть, понятно, учеников твоего ученика. Таким образом, да, рядом с тобой уже очень скоро образуется огромное-огромное облако людей, в кого ты сделал значительный вклад. Это люди, которые тебя никогда не подведут, это люди, которые будут всегда рядом с тобой, потому что все люди знают, кто был их учитель, кто был их наставник, кто был их мастер. Поэтому пункт 4 — стань наставником, стань мастером, да? Итак, мужики, я дал вам четкий алгоритм, как существенно улучшить свою жизнь. Вот прямо взять, прямо сегодня, да, с этой точки взять и существенно улучшить. Женщины, дорогие мои, я дал вам алгоритм, как ваши мужчины могут существенно улучшить свою жизнь. Поэтому возьмите это видео и разошлите своим мужчинам, ну или тем, кого хотите сделать своим. И мужчинам, и женщинам я хочу пожелать. Давайте возьмемся за руки и вместе уже начнем размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос.